Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Халюш, вы слышали такое название? Нет? А это, оказывается, очень вкусно. Пузырчатое тонкое тесто и свойственная таким пирожкам начинка. Хоть чебуреки из такого теста жарь, оно невероятное. Но обо всем по порядку. Давайте начнем. 200 мл подогретого молока. Смешаем с кусочком мягкого сливочного масла в количестве 25 грамм. Масло должно растаять. Теперь добавляем 2 желтка, по половине чайной ложки сахара и соли и 4 грамма соды. Да, здесь сода добавляется не в муку, а именно в жидкость. Так делают по старинке, придерживаясь классического рецепта. Добавим почти всю муку. В миске отмерено ровно 400 грамм. Сколько точно муки уйдет, скажу чуть позже, будет видно по тесту. Тесто нужно замесить средней плотности. Чуть мягче, чем на пельмени, примерно как на варенике, если можно сравнить. Вымешиваем тесто до гладкости около 5 минут. Оно не жесткое, но при этом совершенно не липкое. Это важно. Точное количество муки, которое у меня ушло, 380 грамм. Вам может понадобиться чуть больше, чуть меньше. Столовая ложка осталась. Этого вполне хватит потом для раскатки теста. Еще раз взгляните на тесто. Заворачиваем его, оставляем при комнатной температуре минимум на 30 минут, а лучше даже на час. Так оно станет максимально мягким, эластичным за счет развития клейковины. Халюши похожи, конечно же, они на чебуреки. Традиционно готовят с адыгейским сыром. И такой сыр обычно разминают вилкой. В начинку, кроме соли, по вкусу ничего не добавляют, насколько мне известно. Я и без соли обошлась. И что ж, тесто готово, прошел час, смотрите, как оно изменилось. Совсем немного присыпаем мукой и растянем, не обминая, в толстый жгут. Нарезаем на кусочки, примерно по 20-25 грамм. Точное количество пирожков скажу в итоге, так как из этих кусочков получатся еще обрезки. И все еще будет, конечно, зависеть от размера. И теперь каждый кусочек, при желании они могут быть больше, собираем, обминая в круглый шарик. Этот этап нам позволит раскатывать в последующем тесто тонко, при этом с максимально ровными краями. Соответственно, будет меньше обрезков и быстрее процесс лепки. Накрываем заготовки для халюши на 10-15 минут. Чтобы тесто снова стало мягким, податливым и пластичным. Его будет легче раскатывать. Можно раскатывать пирожки по одному и сразу лепить. Но удобнее раскатывать несколько лепешек, пересыпая мукой, складывая стопкой. Переворачиваем стопку теста и уже раскатываем очень тонко, чтобы просвечивался стол. Опять-таки, внимание! Если потом слишком медленно раскатывать сами кружки заготовки, то тесто может слипнуться между собой. Вдруг оно у вас получится более мягким, имейте это в виду. Тесто приятное в работе, не рвется, растягивается тонко и легко. Если у вас не получается раскатывать тонко, то возможно тесто у вас жестче, либо вы дали слишком мало времени тесту для отдыха. Может, кто-то и скажет, что начинки очень мало. Добавьте больше, не запрещено. Накрываем второй половиной, пройдемся скалкой для более крепкого соединения. При этом мука в швах не должна мешать. Не переборщите с ней при раскатке. Или на крайний случай, место склеивания смазывайте водой, если не получается раскатывать тесто с малым количеством муки. Края пирожка ровно подрежем, обрезки собираем
в один ком. Он также смягчится, и из него мы сделаем дополнительные пирожки. Смотрите, какие пирожки тонкие. Сразу необходимо сделать все пирожки или хотя бы то количество, которое собираетесь сразу жарить. Жарятся они моментально. Процесс быстрый, поэтому времени на промежуточную лепку совершенно не будет. Но тем временем у меня получилось 34 пирожка. Можно жарить халюжи. Разогреваем масло. Нагрев чуть выше среднего. Жарим халюжи с сыром буквально по 25-30 секунд с каждой стороны. Но что происходит, сами смотрите. Тесто образует много пузырей. Тонкое, при этом пирожки раздуваются как шар. И, конечно, если в самом тесте у вас будут дырочки, то халюжи не надуются вовсе. Нужно это понимать. Я лично предпочитаю сразу после погружения пирожка в масло его перевернуть и потом дожарить по 30 секунд с каждой стороны. Таким образом халюжи раздуваются равномерно и будут выглядеть гораздо симпатичнее. Если не переворачивать сразу, посмотрите, как они раздуются с одной стороны. Процесс быстрый, занимает буквально минуту, по 30 секунд с каждой стороны, максимум. Готовые халюжи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать масло сверху. Кстати, замечу, что само тесто совершенно не впитывает масло при жарке. Вы сами поймете, о чем речь, когда приготовите. Ну и тем временем у меня получилось 34 пирожка. Халюжи максимально вкусные, как и любое изделие из теста в горячем виде. Ну и после остывания они неплохие. Тесто такое же мягкое, совершенно не резиновое, очень удачное. Несмотря на жарку в масле, совсем нет ощущения жирности самого теста. Также привкуса соды совершенно не чувствуется. Начинки хоть и немного, но она ощутима. В общем, вкусно. Советую вам попробовать. Даже с фаршем, но очень тонким слоем, получатся замечательные чебуреки. А вам понравились? Делитесь рецептом с друзьями, буду рада. Пока!